Глаша, ты что, если проказничал, везде все разбросала? Ой, ну сама же просишься, а? Ну что за кошка? Ты определись, что ты хочешь, а? Определись, пожалуйста, что ты хочешь. Что? Ты сама ласкаешься, трешься? У Глаши пришли еще одни результаты ПЦРки, которые я пересдавала заново. Пришли уже всего лишь 20 к 1. Предыдущая, напоминаю, была 1000 к 1. Вот, то есть, ну, совсем уже ушло практически. Да, это хорошо, хотя мы уже все ничего не колем, ей все уже откололи. Да, Глашка, все откололи тебе, все откололи. Ой, ну что за кусака? Так что это прям хорошие новости. Глаша молодец. Глаша радостна. Ну что ты за кусака такая? У Глаши сегодня первый опыт с крыской. Мне просто интересно, будет она есть или нет. Сейчас пока что не понимаю, что с ней делать. Возможно, просто ее порежу. Посмотрим. Но куда отвращения, по-моему, у нее нет крысы. Она как раз хочет ее съесть, просто пока не понимает, как. Это было бы классно, если бы она еще крыс начала есть. Кстати, вот на многих на видео там удивлялись, что целая перепелка, она реально съедает такую целую перепелку, причем у нее перепелки такие, то есть там не вот как в магазинах продают, а прям крупные такие бройлерные перепелки, и она съедает целую, и еще что-то у нее добавляется из мяса, она реально много ест мяса. То есть у нее реально прям вот пищеварение, как у дикой кошки. Меня всегда там удивляло, как там дикая кошка съедает там 2-3 килограмма в день. То есть если сравнивать там с человеком, представляете, там если человек съест там 3 килограмма мяса в день, это просто нереально, хотя вес у нас больше. Ну и домашние кошки тоже, они едят обычно мяса не так много, ну и корма тоже не так много по сравнению с весом. А она в нее реально как в дикую кошку прям вмещается очень много. Ну сейчас растущий организм, конечно. И насчет прививки будем смотреть, когда у нее ПЦР, соответственно, придет нулевой или с антителами. Будем смотреть количество антител. И учитывая, что у нее не было острой стадии болезни, как, например, у Руфи, ее, скорее всего, будем прививать. То есть Руфи нельзя было сразу после болезни прививать. Там просто было аховое количество антител. Кстати, вот причина, почему я не даю живых крыс, потому что кошки, они играются вначале. Хотя она воспринимает как добычу. Видите, она не готова мне отдавать. Для нее не игрушка. Игрушку бы она отдала. Все-таки не смогла нормально кожу пробить. Пришлось мне порезать. Ну, сейчас кушает. Молодец. Крыски это вообще идеально. У Глаши завтрак сейчас. Глаша, давай. Опа. Мышка, да. Куда? Нет, нет, нет. Понесла. Мышку свою понесла. Ой, охотница. Да, после нее все вытирать приходится. У Глаши так интересно рост идет, она то прям вот, я как-то уезжала на 1 день, на 2 прям приехала и заметила, что она прям вот выросла сильно. А то прям, может, из-за того, что каждый день, мне кажется, она вообще не растет, такая маленькая, такая крошечная. Причем, понимаешь, что, конечно, с момента, как там появилась, она сильно подросла, но все равно там по сравнению с теми же кунами рост не такой активный идет. Довольная какая на завтрак мышки, да? Еще такие крупные. Поиграться, конечно. Глаша, сейчас отберу. Сейчас отберу. Давай, кушай. Я пересмотрела видео, где я вам задавала вопрос про Глашу. Наверное, не совсем правильно сформулировала его, на кого Глаша похожа. Действительно, она чем-то похожа на британскую шиншиллу, там, с помощью сабисинцы, но тут суть не в этом. То есть кот и британец вряд ли подойдет. То есть нужно смотреть, конечно, для работы с гибридами, подбирать того кота, который больше подходит скорее не сколько на нее, сколько на барханного кота, чтобы котята были максимально похожи как бы на барханную кошку. Ну, плюс размеры. Почему я, собственно, заговорила тогда о сингапурцах, потому что у них это самая маленькая порода, у них размер соответствует тому, какие, собственно, барханные коты и какие гибриды получаются. Я думаю, что Глаша будет чуть-чуть покрупнее, чем Марго,
потому что примесь гибриды есть. И ей тем более вряд ли подойдет... Ай, ты сладкая кошка! Ей вряд ли подойдет мальчик-шотландец, потому что у нее мама и так похожа на... Ой, не шотландец, британец. У нее мама и так похожа на британскую шиншиллу. Если еще раз добавить британскую шиншиллу, то мы совсем уйдем тогда от барханного кота и получим как бы просто британскую шиншиллу. В этом смысла как бы нет. То есть есть смысл, наоборот, возвращаться к более барханному варианту, к барханному внешнему виду, но с более мягким характером. Потому что, конечно, вот у Глаши, несмотря на то, что она всего лишь F1, там не F2, у нее намного мягче характер, намного приятнее, она более сговорчивая, спокойнее ко всему относится, чем та же Марго. Вот, ну и, возможно, как раз-таки через Глашу я получу жениха для Марго. То есть изначально я планирую, конечно, жениха брать под Марго и под Глашу одного. Но когда родит Глашу, во-первых, действительно проверить, как утверждают статьи, ну, не сильно много информации по гибридам, потому что я только находила несколько их, что прям было подробно расписано, как что, и что второе поколение, там сказано, уже может размножаться. То есть для как раз, если во втором поколении будут мальчики, хорошо бы его оставить под Марго. То есть это в любом случае ближе к барханному коту, чем любой породный кот мальчика F2. Вот, но это такой долгий проект, с которым можно смотреть, дальше сравнивать. И очень интересно, опять же, будет ли Марго спариваться с домашним котом, и будут ли они давать пометы, какие будут гибриды, будут ли они отличаться от гибридов вот этих, как Глаша, то есть насколько влияет вообще, какой был породный кот. То есть у Глаши мама, напоминаю, у нее внешне похожа на британскую шиншиллу, но вообще дворовая кошка. Вот, интересно посмотреть, если взять не британскую шиншиллу, а, например, другого кота, и если у Марго все получится, какие будут котята. Да никто у тебя не отбирает. Вот, ну, спасибо, мне было очень интересно послушать ваше мнение. Действительно, Глаша чем-то похожа на помесь такого британца с абиссином. Потому что это тикинг на шерсти, конечно, потрясающий, очень похож на абиссинский. Глаша еще молодая, поэтому время на поиски есть. Плюс, говорю, надо, чтобы кот был полностью привит, чтобы минимизировать всякие риски. Вот с Марго, конечно, в этом плане сложнее, потому что Марго невозможно отвести на какую-то вязку. Она стрессует даже при переходе из одной комнаты в другую. Что уж говорить о том, что если там у нее начнется течка, отвести ее к какому-то коту. Она точно у нее сразу же, у нее вот на моменте, как ее погрузить в машину, мне кажется, течкой закончится. Варианта к кому-то на вязку вообще никакого нет. То есть только, исключительно брать себе кота и пытаться. От Глаши-то, может, и получилось бы куда-то отвезти, потому что она более спокойная. Но, опять же, мы не знаем, надо смотреть с возрастом, как у нее будет меняться характер, насколько спокойно ко всему этому она будет относиться. Да, Глаша? Глаш, ты как там чувствуешь, у тебя уже все, выделение вируса прекратилось или нет? Я сейчас уеду первый раз, по-моему, за все это время на отдых с мамой. Вернусь, как буду пересдавать, и если все уже совсем все ушло, то уже все можно будет ставить прививку ей. Да, Глаш? Вкусно? Очень вкусно.